В этом году стояла сухая и яркая осень. Дожди бывали иногда, но после их ухода только добавлялось цвета в отживающей листве и травах. Уходящее лето будто решило напоследок выплеснуть сочных красок на природу. Такую красоту нельзя было упускать. Для людей, ценящих короткие моменты смены сезонов, настоящий праздник. Вот и местный молодой фотохудожник Валерий решил в ближайшие выходные, по его выражению, поймать миг удачи. Сложил в багажник оборудование для своего хобби, бодро запрыгнул в машину и завел мотор. Его путь лежал к ближайшему озеру, что находится в глубине городского парка. Припарковав машину на стоянке и вытащив штатив с чемоданчиком, Валерий пешком зашел в парадный вход парка. Уже на подходе его встретил маскарад деревьев, иначе не назовешь разноцветные облачения красного, бурого, огненного, лимонного, желто-зеленого цветов. Всех оттенков и перечислить невозможно, да еще игра солнечных бликов добавляет своей оригинальности. Валерий сделал глубокий вдох. Пахло немного сырой травой, слегка доносился запах какой-то лекарственной травки, которой в детстве мама давала пить от кашля. От опавшей кленовой листвы исходил приятный аромат поджаренных орешков. Вот это запах, пряность, которую, может быть, нельзя есть, но непременно нужно держать в доме. Обязательно наберу на обратном пути кленовых листьев. Тропинка к озеру лежала через лес. По задумке городских проектировщиков, эта зона отдыха должна была остаться нетронутой, диким уголком природы, и им это вполне удалось. Здесь нет поголовного окультуривания со скамейками, туалетами, мусорками, торговыми ларьками. Поэтому сюда наведывались истинные любители тишины и уединения. Валерий огляделся, прислушался. В голову пришла мысль, неужели всего в нескольких сотнях метрах от этого места шумит трасса с автомобилями, с грохотом строится гостиничный комплекс. А здесь ничего этого не слышно. Будто ватой голову обложили. Фотограф оценил свет и начал фотосъемку. Кадр за кадром и один лучше другого. Хорошо, что на современной технике можно сразу посмотреть, удачно снято или нет. Убедившись, что почти весь материал уникальная находка, мастер улыбнулся самому себе. Настроение его сразу поднялось. Он уже предвкушал, сколько положительных отзывов услышит от коллег и зрителей. Но не это главное. Валерий готовился к крупному мероприятию, общероссийскому конкурсу, цель которого — рассказать о красоте своего края выразительными способами. В своей номинации «Фотография» он уже зарегистрировался, теперь нужно собирать снимки, обрабатывать их и отсылать в штаб жюри. В 100 метрах от берега вглубь леса начинался отличный пейзаж. Здесь рос смешанный лиственный молодняк, а под ними пышный ковер из опавшей листвы. Фотограф развернул аппарат, поймал луч солнца сквозь прожившие качающиеся листочки и росинку на протянутой паутине. Валерий снимал непрерывно, чтобы не упустить момента, когда солнечный луч попадет в капельку и зажжет ее изнутри алмазным светом. Сам смотрел, не отрываясь на паутину. Вдруг в поле его зрения попало странное событие. Взгляд, падавший на паутину, охватывал ровный пышный ковер из листвы на земле. И ни с того, ни с сего из-под цветастого ковра сухим взрывом вылетает рыжий меховой комок. Валерий опешил от внезапности. Это еще что? Но ответ уже не понадобился, потому что, развернувшись в воздухе, комок превратился в лису. Фотограф подумал: водоед, плутовка, за мышами, что ли, гоняется. Тут его взгляд упал на камеру, которая стояла в режиме непрерывной фотосъемки. Наверное, в кадр попал момент прыжка лисы. Вот здорово. Сейчас настрою получше, чтобы было видно, как лиса на мышей охотится. И только он подумал об этом, как лиственный ковер вновь заворошился, и из-под него выскочила обычная трехцветная кошка и, что есть духу, понеслась петлять вокруг деревьев.
Только разве сможет маленькая деревенская киска спастись от дикого лесного хищника? Валерий стоял в оцепенении, фотокамера продолжала щелкать. Сейчас лиса растерзает домашнее животное на мелкие кусочки на моих глазах, а я ничего не смогу сделать. Здесь уголок дикой природы, человек тут не может управлять жизнью обитателей. У Валерия в бешеном ритме стучало сердце, как после долгой пробежки. Вот так своими глазами видеть смерть, пусть даже кошачью, но неминуемую. Тяжело. Но все-таки уйти он не мог и стоял как заколдованный. Чтобы не выдать себя и до конца досмотреть исход драмы, внутренним голосом фотограф крикнул кошке: «Беги, дуреха, беги скорее». Но это серо-грязное существо с белым пятнышком на глазу от бесконечной беготни по лесу уже утомилось и брякнулось на бок. Лиса этого только и ждала. Отдышавшись несколько секунд, огненно-рыжая хитрюга бросилась на кошку. Валерий зажмурился, но не услышал звуков терзания плоти. Раскрыв глаза, увидел, как кошка вскочила, выгнула спину, распушила свой куцый хвостишко, прижала уши назад и боком поскакала на рыжую хулиганку. Теперь погоня была в обратном направлении, лиса убегает, кошка догоняет. Стало понятно, что никто из двух лесных жителей не охотился и не собирался съесть противника на обед. Это была очень занятная игра. Похоже, они это делали не в первый раз, потому что правила игры давно знакомы обоим. Лесные догонялки-пряталки очень нравились двум товарищам, им никто не мешал в этом деле. Наконец, звери устали от игры. Кошка выбрала место под деревом, и барыней плюхнулась в мягкую листву. Лиса послушно поплелась за ней и легла рядом. Кошка принялась с усердием вылизывать лисью морду, а хищник был совсем не против и от удовольствия щурил узкие глазки. У Валерия сложилось впечатление, что звери специально позировали перед камерой. Даже если и позировали, ведь они же дикие животные. Это невероятное происшествие очень взволновало его. Он захотел снять их поближе, для этого нужно было переставить режим съемки. Шагнув к камере, фотограф случайно наступил на трухлявую толстую ветку, и она с хрустом разломилась. Животные услышали присутствие человека и на всякий случай разбежались в разные стороны. Ну прямо, как шпионы. Знают ведь, как правильно убегать, чтобы не догнали. Постояв еще минут 40, Валерий понял, что сегодня эта парочка сюда точно уже не придет, спрятал свою аппаратуру в дальних кустах и отправился к озеру. История с лисой и кошкой не отпускала его. Хотелось узнать подробности, может, кто-то слышал, что-то видел. Как могли подружиться дикие звери и домашний питомец? Валерию казалось, не найди он ответы на вопросы, его будет точить это любопытство бесконечно. Значит, не на все вопросы может человек найти ответы в интернете. Вездесущая сеть знает многое, но далеко не все. Сколько тайн скрывает обычный парк на окраине города? Я должен раскрыть эту тайну и рассказать ее всем. Об этой дружбе должны знать люди, подумал Валерий и спустился к мосткам на озере. На берегу сидели местные рыбаки с удочками. Один дремал, двое других сидели беззвучно и только жестами показывали какие-то свои знаки. Они-то, наверное, знают об этих животных. Подойду, спрошу: «Здравствуйте, как поклевочки? Здорово, парень». Будешь так кричать, от поклевочек останутся одни воспоминания. Тоже хочешь порыбачить? Смущенный фотограф заговорил почти шепотом. Да, нет, я. Так, меня Валерий зовут. Я по делу. Вы не знаете, что это за история по здешнюю лису и кошку? Ну, которые здесь бегают, играют, как друзья. Скорее уж, как мама с детенышем, улыбнулся щербатым ртом местный знаток. Это как? Не понял Валерий. А вот как. Кошку эту к нам сюда подкинули. Она так и жила одичалой бродяжкой. В руки не давалась. Пробовали ее приманить с собой,
не идет. Наловчилась на мостках сама мелкую рыбешку ловить. Затаится карась, спитак проплывает, она его лапой хвать из воды и сидит трескает. Зимой к рыбакам приходила на лед. Тут ее каждый знает, и все ее кормят. Крупный улов домой забирают, мелкую рыбку Машке отдают. Года 2 назад стали замечать, что рыбу она перестала на мостках грызть, а уносит куда-то. Мы подумали, не иначе наша Машка потомством обзавелась, а она вон какое потомство себе завела. Была Машка, стала мамашка. Где она этого лисенка нашла, никто не знает. Может, настоящую мать убили, а может, из гнезда его выгнали, и такое бывает. Остался сиротка в лесу один, так и помер, если бы не наша дикарка. Выходила найденыша своего, мать ему заменила. Сиротка этот уже давно крупнее своей матери в 3 раза, а все равно далеко от нее не отходит. Когда дома Валерий просматривал отснятые за день кадры, то вспоминал рассказ рыбака. Эту трогательную историю он решил опубликовать в СМИ. Фотограф отобрал самые яркие кадры, написал статью. На следующий день в онлайн-выпуске газеты, а затем и в бумажных изданиях появилась история о дружбе кошки и дикой лисы. Уже через неделю на редакции обрушился шквал звонков от волонтеров и зоозащитников, желающих помочь животным установить над ними патронаж, наладить кормление. 2 выжившим в лесу одиноким животным не нужна человеческая слава, знаменитость. Им достаточно уединения и покоя, которые обеспечивают теперь люди-помощники.